Всем привет! Вы на канале «Шить для себя это удобно». Сегодня мы шьем блузку очень оригинального кроя из белого катона поплина. Сейчас покажу поближе. Вот такой катон. Он плотный, держит форму, что нам и нужно. Вот. Объем груди у заказчицы 108, обхват бедер 120. Блузка разная, великая, по переду 70 сантиметров, по спинке 80, по бокам размеры, где-то, если считать по переду, то 10 сантиметров. Рукав реглан по переду уже, чем по спинке. Как моделировать реглан я уже часто показываю у себя на канале, очень подробно. Вот. А сегодня буду показывать схематично моделирование такой блузки. Оригинальность блузки в том, что в рельефах есть отверстия, и пояс продевается в эти отверстия и обкручивается вокруг талии. И получается спинка как будто отлетная. На спинке складка. Ширина складки где-то 6 сантиметров, 3 в одну, 3 в другую сторону. По рукаву разрезик в шве, в плечевом шве, ну и отстрочка по низу. Значит, сам воротник на стойке по спинке, и есть отлет по переду. И он такой будет стоячий, обязательно продублируем воротничковым флизелином. Вот такая интересная блузка должна у нас получиться. С чего начинаем? Начинаем, как всегда, с базовой основы, потому что это проще всего. Мы берем базовую основу, которую мы построили. Она у меня на бумаге, всегда под рукой. Как ее построить, вы всегда сможете посмотреть у меня на канале. Под видео есть все ссылки. А показывать все моделирование для того, чтобы все было понятно, я буду на базе, которую построила по тем же самым меркам, только 1 к 2. В этом случае видно все. Приступаем. Моделирование проще всего начать со спинки. Удлиняем до нужной нам длины, в моем случае это 80 сантиметров. Теперь нам нужно нарисовать линию реглана по спинке, поэтому опускаемся на 12 сантиметров от точки вниз и рисуем так, как бы мы хотели. Я вот рисую вот таким образом. Значит, сразу нужно продлить сюда выточку и выточку закрыть. И вот этот участок отрезать. Теперь опускаемся на 1 сантиметр и углубляем пройму. И в сторону расширяемся сантиметра на 1,5. Или можно ориентироваться на точку в 1 сантиметр от линии бедер. И провести просто прямую линию. Берете линейку и вот таким образом расширяете. Если вы хотите приталивания, на месте талии можно немножко приталить. Но это уже как кто хочет. Вот таким образом. Значит, здесь сантиметр, а здесь чуть больше, наверное, 1,5 получается. Все, пока на этом участке. И теперь нужно сделать складку по спинке. Складка по спинке, как я уже сказала, 3 сантиметра. И мы должны отложить 2 раза по 3 сантиметра. Раз и 2. И таким образом нам нужно обязательно выровнять спинку. Здесь не будет никаких впадин. И еще раз откладываем 3. Помните о том, что этот участок теперь нужно приклеить или доклеить по вашему желанию. Но я пока просто приклею, потому что показываю схематично. Отрезаем вот эту часть кокетки.
форма ее может быть абсолютно любой и видоизменяться в том числе. Вот. Вырезаю полностью то, что у меня получилось. И вот здесь вот опускаюсь. Вот. Здесь делаю складку сразу изначально. И вот таким образом получается складка по спинке. Вот таким образом. Затем на среднем шве просто стачивается. Это касаемо самой спинки. Здесь же мы указываем место, до которого будем стачивать. Отступаем, в моем случае, где-то сантиметров 20 снизу. Вот, и ставим отметку. Теперь на этом участке выточку дорезаем до конца и закрываем выточку. Получается кокетка без выточки. И заклеиваем этот участок. Если разрезать до конца, совсем немножко раскроется вниз. Вот сюда. Выточка раскроется вниз. Не забываем участок. Видите, получается вот такая впадинка. Ее нужно выровнять. Линия должна быть ровная. Я приклеиваю сюда кусочек и выравниваю саму линию плеча. Вот так. Приступаем к моделированию спинки. Я ошиблась. Мы смоделировали уже спинку и приступаем к моделированию переда. Еще хочу сказать, что в конце мы еще расширим горловинку где-то на 0,5 до сантиметра. Это уже по комфорту, какой вы захотите. Но вот здесь нужно еще немножко расширить по спинке. Вот так. Я бы сделала 0,5. Вот так. Теперь спинку откладываем и приступаем к переду. Смотрим на рисунок и видим, что выточка выходит с линии горловины, вот здесь со скоса. Вот, и у нас образуется рельеф, значит, выточку нужно перенести. Ориентировочно нужно определить линию, на которой будет первая пуговица, и она будет чуть-чуть выше, чем высота груди, сантиметра на 2. Здесь будет у нас скос. И я рисую линию горловину. Расширение сделаю потом. И отрезаю этот участок. Отрезала. Теперь намечаю, на каком расстоянии, ориентировочно делю где-то пополам этот участок и намечаю точку, куда будет уходить выточка. Потому что выточку мы планировали вот таким образом. Вот так. И теперь выточку раскроем от центра груди вот сюда. Но в центр прям попадать не нужно. Я вам советую где-то отступить 1,5 сантиметра и провести линию именно чуть-чуть дальше. Так будет интересней. И то же самое мы опускаем вниз. Вот так. Теперь все эти выточки я склеиваю. Вот так. И эту в том числе. Разрезаю, раскрываю выточку по намеченной линии. Вот так. За камерой это сделаю. В итоге у меня получается вот такая конструкция. Эта часть будет отрезная, и я ее сейчас отрежу. Но перед этим намечаем линию недошива. То есть на этом месте будет участок, через который поезд
проходить. Ширина пояса в моем случае 8 сантиметров, значит 4 сюда, 4 сюда, это будет отверстие. И теперь можно, конечно, отрезать. Не забываем опуститься на сантиметр, углубить пройму от базовой конструкции. Реглан должен быть более свободный. И здесь нужно сразу углубить и отрезать, не забыть. То есть я обрезаю и нарисовать реглан, как бы я хотела. Значит, давайте сделаем так. Я сейчас отступлю на сантиметров 5 и проведу параллельную линию. Чуть-чуть с небольшим косом. Здесь 5 сантиметров, а здесь 6 сантиметров. Внесу уточнение, если это будет некрасивая линия. Значит, отрезаю. Вот. И отрезаю здесь. Не забываю поставить черточку, чтобы не запутаться. Значит, затем мы берем рукав. Вот как выглядит рукав. И обязательно точно так же с двух сторон вот здесь углубляем пройму с одной и с другой стороны. Отрезаем этот участок. Здесь и здесь. Все. И теперь мы приступаем к моделированию реглана непосредственно. И на полочке осталось только сделать линию полузаноса. Для этого берем просто лист бумаги и доклеиваем сюда 2 сантиметра и подворот еще 3 сантиметра. Я доклеила линию полузаноса 2 сантиметра, потом 2 сантиметра, и потом можете оставить либо 1, либо 2 сантиметра для того, чтобы ткань подвернуть. Если у вас тонкая ткань, то можно еще 2, а если толстая, то достаточно сантиметра. Вот, и теперь по первой линии заворачиваем. Вот. И вот этот участок подворачиваем. Таким образом получаем нужную нам планку. Для чего я сейчас это делаю и заворачиваю? Для того, чтобы определиться вот с этим участком. И теперь после того, когда мы все это сделали, тогда мы вырезаем вот так. Вот так. Но я советую вам обрезать после того, когда вы уже планку заготовите. Это как совет. На самой бумаге этого делать не обязательно. Все, теперь мы берем, отрезаем участок самого рукава. Вот. Укладываем и прикладываем рукав к средней линии, а к следующей стороне непосредственно укладываем с этой стороны вот так. И я приклеиваю с помощью скотча на этот и на вот этот участок. Вот что у меня получилось. И теперь обратите внимание, что на этом участке нужно отметить длину рукава от той точки, от которой вы замеряли свою руку. Вот у меня 66 сантиметров, и я отмеряю 66 сантиметров. У меня 66. Теперь выточка, которая образуется здесь, ее можно закрыть, и выточка откроется сюда. Вот смотрите, что получается. Вот что получается. И теперь нужно отложить, замерить свою руку внизу, чтобы она проходила, в моем случае, по переду 12 сантиметров, по спинке будет 14 сантиметров. Отложить эти участки и вот здесь вот
откорректировать ширину рукава внизу. Выточку я сейчас закрою, и она откроется вниз. Локтевую выточку закрыла. Теперь разрезаем пополам. Просто пополам. Но это еще не все. Это у нас спинка, это перед. Нам нужно уложить на лист бумаги и откорректировать участок до локтя. Сначала мы можем прикрепить друг напротив друга. Вот так. Приклеиваем. Намечаем участок локтя. И посередине между вершиной и головкой расширяем на сантиметр и округляем этот участок. Делаем линию ровную. Вот такую, полукруглую вернее. В этом случае реглан лежит интересней. И то же самое делаем с другой стороны. Где-то на сантиметр. Вот здесь сантиметр. И то же самое мы делаем с другой стороны. Делаем линию более округлой для удобства. Теперь вырезаем по получившимся линиям. Это передняя половинка. И это задняя половинка. Здесь линию мы не делаем очень острую, а делаем более покатую. Вот таким образом. И то же самое делаем со стороны переда. Видите, получился вот такой угол. Он нам не нужен. Мы делаем более круглый такой край. Чтобы было удобно обработать. Такой рукав у нас получился. На выкройке мы сразу наносим все насечки для удобства стачивания. Это важно. И внизу я отступаю сантиметриков 7. И на этом участке будет цельнокроенный манжет, который можно сделать как цельнокроенным, так и отрезным. И я уже по ситуации посмотрю, насколько у меня будет хватать ткани. Получился вот такой рукав. Вот. В принципе, все. В дальнейшем я буду подкраивать такую же планку после стачивания выточки на вот этот участок. И нам останется только смоделировать отлет воротника и сам воротник. Не забываем, что ткань нужно обязательно продекотировать. И я приступаю к раскрою своей блузки. Так выглядит раскладка уже смоделированных деталей. Обратите внимание, я делаю не в полную величину, а чуть ниже линии талии. Вот это спинка. От талии по спинке у меня 48 сантиметров. Значит, и в один ряд уложились центральная часть переда и спинка. Ткани потребуется, если с учетом того, что я подкрою воротник и планку, по планке обязательно уточню, будет отрезная планка, поэтому немножко другое будет моделирование по планке для пуговиц. И поближе поднесу, и в этот ряд уложились боковая часть переда, рукав-реглан, спинка и рукав-реглан, перед. Четко все ложится до размера, наверное, 56 у вас все получится. Нужно это количество тканей. Теперь я все детали вырезаю с припусками. Где-то я всегда делаю 1,5 сантиметра. Если что, срезаю. И горловину после уточнения буду уже строить непосредственно воротник. После уточнения горловины. По рукаву сразу делаю цельнокроенный манжет, вниз опускаюсь на 8 сантиметров и удлиняю рукав.
Вот такая раскладка. Я надеюсь, белое на белом видно. Я обвела ручкой пиши-стирайкой. Вот так. Сборку блузки начинаем с заутюживания складки по центру. Вот так к центру мы заутюживаем. Затем берем реглан спинки. Вот как он выглядит. И стачиваем по среднему срезу. Шов обрабатываем на верлаке и затем притачиваем к спинке. То же самое с рукавом сразу делаем по полочке. Спинку соединили с рукавом. Так это выглядит. С изнанки я еще не прокладываю оверлок, потому что будет примерка. И перед мы тоже соединили. Смотрите, соединяем рельеф, как мы его и моделировали, и оставляем отверстие в районе талии. 4 в одну сторону, 4 в другую. Здесь обработку я потом покажу, пока так. Значит, теперь, когда соединен рельеф, нужно точно таким же образом соединить рукав. И потом, после этого, уже по плечевым и боковым тоже собрать блузку. По всем конструктивным линиям я соединила. Вот где оставила отверстие. Вот ничего еще не обметано, просто соединено. Так это будет выглядеть со стороны спинки. Со стороны лица. Здесь мы определимся с высотой выреза. И отсюда будет планкой обработана отрезной, потому что так будет лучше. Я хочу одной планкой обработать весь борт. И на всякий случай вырезала воротничок черновик, чтобы приложить и понять, что хочет заказчица. По идее, не будет отлета по спинке, будет отлет только вот здесь впереди. Вот такая задумка. Все, ждем примерку. После примерки я соединила, швы обработала на верлаке. И те швы, которые можно уже отстрочить, я отстрочила. Вот проложила отделочные строчки. То же самое сделала по спинке. Вот. И я хочу вот что показать. Наметила место расположения воротника. Уложила воротник. Поняла, что он подходит. И клиентке нравится такой воротник. Поэтому расскажу, как его построить. Уложу на бумагу и расскажу все размеры. Построение моего воротника выглядит следующим образом. Так как я его вырезала, на глаз приложила. Теперь измерила расстояние от середины спинки до места втачивания воротника. В моем случае получилось 22 сантиметра. Отложила в сторону. Теперь поднялась на 3,5 сантиметра. Эти две точки соединила плавной линией по лекала. У меня есть лекало, поэтому я плавно уложила и вот таким образом провела. Так, теперь здесь мы поднимаемся на 4 сантиметра, здесь на 3,5. Такая широкая стойка. Вот эти две точки пунктиром соединяем. Через 7 сантиметров вот здесь мы плавно выходим наверх. Расстояние от вот этой точки где-то сантиметра 1,5. Значит, с этой стороны 3,5, потом 10. Получаем уголок, и этот уголок красиво, плавно оформляем. Получился вот такой воротник. Он должен быть со сгибом. Нижний воротник может быть со средним швом. И обязательно я оставляю где-то 0,7 на обтачивание воротника. Одну часть я буду обычным флизелином проклеивать, а вторую часть я буду дублерином воротничковым. Вот такой воротничковый дублерин использовать. И теперь, как обычно я рассказываю, показываю, вы вырезаете из основной детали. Вот, и будем втачивать. Перед втачиванием обязательно с вот этих двух сторон нужно его обтачать. Хочу остановиться на
отверстиях под пояс, в рельефах. Очень важно их правильно обработать. Все швы блузки обработаны на верлаке, а здесь я не могу сразу обработать на верлаке, нужно обработать вот этот срез. Я долго думала, как же это сделать, и вот предлагаю вам свой вариант. Край не обработала, но уже, по крайней мере, сформировала сам разрез. И сейчас буду обрабатывать. Посмотрите, как это будет выглядеть. Вот таким образом. А этот край и этот обработан на верлаке. Здесь будет отстрочка. Для того, чтобы получился вот такой загнутый край, аккуратный, я наметила линию входа. Теперь делаю рассечку только одной части. Шов у меня заутюжен в сторону борта, так как я его буду отстрачивать. И я делаю вот такую рассечку к уголку с одной и с другой стороны. Эта часть отойдет в сторону. Вот. И перед этим нужно просто завернуть уголочки по линии. Здесь вот нужно дорезать немножко. Да. Вот. И сложить его 2 раза. Раз и 2. И заутюжить. И настрочить на вот этом участке. Для этого обязательно повернуть уголочки. Участок продублировать обычным флизелином, бумажным, можно беечкой флизелиновой, для того, чтобы укрепить этот участок. Вот. А вот эту часть нужно разрезать до половины. Точно так же, только до половины. На подворот, на один подворот. Для того, чтобы просто один раз подвернуть. Вот так. И сейчас я вам покажу, как это обрабатывать на машине. После заутюжки, вот что у нас получается. Обратите внимание, вот эти уголочки от шва я тоже заутюжила вниз. И эти. Вот. И теперь нужно одной строчкой на оверлоке прооверложить. И я решила здесь не останавливаться, а захватить и край подогнутый. Я думаю, что плохо не будет. И вот здесь вот тоже завернутый край сразу обработать на оверлоке. И после чего настрочить. Я сейчас вам покажу, как это получается. Технология придумывается на ходу. Вот посмотрите, как получается. То есть мы обрабатываем и сразу этот край завернутый. Вот, чтобы не останавливаться. И вот здесь не было обрезки нитки на оверлоке. И после чего с лица настрочим где-то сантиметровый такой квадратик. Отверстие под пояс мы заготовили. Вот так это выглядит. С лица вот. Еще хочу сразу вам показать, как я обрабатываю именно в этой рубашке низ. Значит, разрезы будут обрабатываться потом такой же широкой планочкой. Значит, низ, ширина низа в моем случае где-то 4,5 сантиметра, ну можно 4. И 3 сантиметра я сюда приклеила флизелин, затем сантиметр 1,5 заутюжила. И вот так сразу все ровненько заутюжила. И мне можно сразу настрочить отделочную строчку. Ширина строчки должна быть не меньше 2,5, где-то 2,7. Вот то же самое будет по спинке. Все то же самое. За исключением флизелина я на участке шлицы, не шлицы, а складки не делала. Потому что здесь будет слишком плотно. Теперь манжет. Как я обрабатываю манжет в этой модели? Значит, наметила линию. Здесь будет разрез. И вот обратите внимание, что я сначала строчила, остановилась. Потом участок разреза где-то 4,5 сантиметра. Затем еще 4,5 сантиметра. И где-то 1,5 сантиметра застрочено. Получается вот такой эффект при складывании. Вот здесь будет
разрезик. Теперь я разрезик укладываю один на другой и даю строчку в этот уголок и в этот. И обязательно здесь в этом случае воротничковым флизелином все дублирую. Край обрабатываю на верлаке и затем закрепляю по швам, либо если по модели положено, можно проложить строчку. Посмотрим, как будет лучше, как захочет заказчица. Вот такая технология обработки. Посмотрите. 9 сантиметров пополам, ширина манжета загнутого, в моем случае 7 сантиметров. Вот так. Вот что получается при стачивании манжета. То есть мы сложили, дали строчку, вот сюда четко попали. И теперь при выворачивании, сейчас я выверну этот рукав, покажу, что получается. Выворачиваем уголки. Отутюживаем. И вот что в итоге получается. Теперь, скорее всего, будет еще отделочная строчка по краю. И вот такой уголок у нас получился. И вот эти уголочки вполне возможно тоже будут отворачиваться на руке. Мне очень нравится. Я продолжаю. Так выглядит воротник. Смотрите, с одной стороны у меня обычный, вернее, вот это рубашечный флизелин, а с этой стороны обычный флизелин. И еще хочу показать такой момент, что когда я стачивала, вот здесь на уголках подкладываю ниточки, за которые я потом дергаю и выворачиваю уголочки. Вот так наружу. Но для этого нужно, чтобы показать, нужно сначала обрезать уголок, вот так, обрезать его как можно тоньше, но не перерезать. Потом обязательно на участке рассечь, там, где есть искругление со стороны спинки. Рассекаем. Вот, и точно так же делаем с этой стороны. Все, теперь можно выворачивать. Сначала просто выворачиваем, а потом за ниточку вот так потихонечку вытаскиваем. Потихоньку, потихоньку, чтобы не порвать нитку. Значит, сначала я сейчас подену палочкой, а потом за ниточку буду чуть-чуть дергать. Вот так. Вот что в итоге у меня получилось с помощью иголочки. И вот так я потянула, все хорошо вытягивается. Обрезать нитку не буду, потому что когда по краю буду обрабатывать, эти нитки мне помогут для того, чтобы придерживать уголок. Для отстрачивания края я использую свои любимые лапки, они все в комплекте. Она идет где-то на 0,1 на 0,2. Вот, и вот видите, ниточка у меня осталась. Я аккуратненько прохожу уголок. Строчка у меня 3,5. Разворачиваюсь. И с помощью ниточки, сейчас я посмотрю внимательно. Может быть, еще чуть-чуть мне в уголок нужно зайти. Да, вот в уголок я зашла. Теперь разворачиваюсь и подтягиваю нитку. И она мне позволяет очень аккуратно оформить уголок. Я надеюсь, вам видно, что это очень-очень аккуратно. И вот так я продолжаю отстрачивать по краю. Вот, смотрите, какой красивый, аккуратный уголок у меня получился. Теперь сравниваем уголочки между собой. Они должны быть абсолютно одинаковые, после чего удаляем ниточки. Просто берем, заодно дергаем и вот таким образом удаляем. Обрезаем все нитки, получаем красивые уголочки. Теперь заготовленный воротник укладываем на середину.
уравниваем середину с серединой и от середины в бок притачиваем шириной шва где-то 0,7. Частота строчки я ставлю около 3. Вот таким образом притачиваем по краю. Так как мы выкраивали по своим замерам, то есть обратите внимание, у меня четко совпадает вот эта точка и вот эта точка, край воротничка. И я, притачивая, попадаю в линию строчки стабилизирующие. Я всегда стабилизирую горловину, чтобы она не растягивалась. Попадаю. Здесь закрепку ставить не обязательно. Вот что у меня получилось. Вот. И после этого то же самое делаю, только в другую сторону. Вот сюда. Этот край будет обрабатываться планкой отрезной. Вот, по типу подборта, только с подвернутым краем изнутри. Воротник притачали, и теперь нужно подкроить планку. Планка, ширина ее в готовом виде 5 сантиметров. Сантиметр сюда, это будет шов. Внутренняя часть я заутюжила, по центру приклеила бумажный флизелин. Вот, и каким образом я ее выкроила. Она может быть цельнокроенной, я имею в виду не сточная, можно ее и делать из кусочков, так как она снаружи. У меня ткани хватило. Кстати, по поводу ткани нужно 2 метра меньше. Вот именно на такую блузку, как у меня, 1,80 м не подойдет. Еще есть пояс. Вот, и вот таким образом я укладываю, и до шва плечевого вот так отрезаю планку шириной 5 сантиметров или подборт, как кому удобно. Укладываю лицо с лицом, даю строчку в сантиметр. Этот краешек подворачиваю вот так, он будет чистенький. Вот. Ну а потом по лицу можно наметить линию и дать отделочную строчку по лицу, сразу совмещая с низом. Вот так давать строчку одновременно. Разрез на блузке сбоку я буду обрабатывать следующим образом. Я подготовила 2 полоски, также по 5 сантиметров. Стачала их между собой на расстоянии 3 сантиметров от края. Вот, край заутюжила для удобства. И потом заутюжила края, чтобы планочка была такая же по 3 сантиметра. Здесь сделала уголочек. Вот так. И теперь нужно уложить заготовку на лицо и притачать по лицу. Сейчас я переверну на лицо. Вот что получается. И на вот этом участке нужно притачать сверху вниз, попадая в шов заутюжки. А с этой стороны нужно попасть аналогично. С этой стороны попасть в этот шов заутюжки. Вот здесь. И точка сшивания, она должна совпасть как с одной, так и с другой стороны. Ручкой пиши-стирайкой я для себя намечаю, куда я должна прийти. Вот эта линия. Ручка уйдет после пара. И теперь укладываю маленькую сторону четко. Вот, уложила. Значит, выкраиваете ее вот до самого края. У меня как раз сантиметра немножко не хватило, но низом рубашки она прикроется. И притачиваю. Попадаю в линию заутюжки. А здесь попадаю вот в эту точку стачивания.
ставлю закрепку. Вот что получилось. Этот участок можно также расстрочить, то есть отделочную строчку по краю пустить. Это все возможно, чтобы он не выворачивался. Вот так. И теперь нужно аналогично сделать с другой стороны. Вывернуть на лицо, все уравнять, продлить линию, вот она, на которую мы должны ориентироваться. То же самое сделать с этой стороны. Совместить эти две линии можно иголками, я не пользуюсь, мне и так удобно. Переворачиваю под машиной и четко попадаю в линию заутюжки. Не уверена, что вам видно. И строчим по линии заутюжки. В итоге мы вот получаем такой чистый край. Если перевернуть на лицо и все отутюжить, вот здесь получается очень чистый краешек. Вот, смотрите, что получается. Теперь нам нужно аккуратно все это либо заметать, либо как получится, заутюжить. Вот. Нужно уложить и дать строчку по изнанке, либо по лицу, и сделать отстрочку одновременно с низом. То есть мы будем настрачивать и планку, и низ, и швы боковые, вот здесь вот разрез, одной строчкой. Когда край заутюжен, очень удобно настрачивать. Но я вам советую, вот как и я, сделать дополнительные строчки ручкой пиши-стирайка и настрачивать по лицу, чтобы отделочная строчка была красивой. Вот. И моя модель подразумевает, что у нее на уголках вот такая обработка, вот такого плана. Это допускается. Мы так запланировали. И я вот аккуратно теперь строчу по этим строчкам. Делаю вот уголочек красивый. Здесь я себе точечку поставила, куда я должна прийти. Вот, разворачиваюсь. Можно сделать 2 строчки. Это уже по желанию. Вот, разворачиваюсь и продолжаю теперь по спинке, по всему периметру рубашки. И по борту, и по планке. Дохожу до конца. Ставлю закрепку. И потом начинаю вот с этого края. И вот таким же образом все настрачиваю. Ну все, блузка готова. Так она выглядит издалека. Блузка свободного кроя, с интересным поясом, с интересным рукавом, с интересным воротником. Все здесь интересно. Рельеф в горловину вот сюда. Реглан. Так выглядит манжет, пуговичка. Вот со стороны бока вот так смотрится воротник на стойке, но отлета сзади нет.
Со стороны спинки здесь складка и по центру петля и пуговичка. Ткань натуральная, очень мнется. По бокам разрезы. Все обработки рубашки я вам показала. Надеюсь, хозяйка этой рубашки останется довольна. Пояс продевается вот в отверстие. Вот так. И впереди завязывается. А со стороны спинки обхватывает талию, и она не прилегает к спине. Но можно и завязать поверху, как обычный пояс. Если вам понравилась такая блузка и вы захотели себе ее шить, обязательно ставьте пальчики вверх, нажимайте на колокольчик, и вы первыми узнаете о всех новинках, которые выходят на моем канале. Творите, и у вас обязательно все получится. Я точно знаю.